Аркадий Борисович, у меня лекция у студентов 1,5 часа, извините, попозже позвоню вам. Учитель. Здравствуйте, ребята. Видно ли вам презентацию? Слышно ли вам то, что я говорю? Здравствуйте, все видно и слышно. Отлично. Тогда мы начинаем, хотя вас 13 человек. Сегодня мы с вами рассмотрим тему, которая называется инсульты и все, что с ними связано. Почему они происходят, как их профилактировать, почему они возникают, какие они бывают, как их лечат и реабилитируют. Инсультов очень много. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждую 7-ю секунду у какого-нибудь одного человека на планете развивается инсульт. Каждые 6 секунд от инсульта погибает 1 человек. Ежегодно в мире инсульт переносит 15 миллионов человек, из них погибает 6 миллионов, то есть практически половина. Это во всем мире, не только в России. В России цифры более радужные. В мире проживает 30 миллионов инвалидов после инсультов. В Соединенных Штатах Америки происходит 700 тысяч в год инсультов, в России 450 тысяч в год инсультов. Инсульт, естественно, это возрастное заболевание. Почему? Потому что все факторы риска, которые приводят к этому заболеванию, они в основном в возрасте старше 60-65 лет. А в возрасте трудоспособном, то есть 18-45 лет, то на 1000 населения случается 0,1-0,2. Это данные по Евросоюзу. И очень низкая летальность. Заболеваемость инсультом на 1000 человек разнится не только по странам, она разнится даже по регионам нашей страны. Вот смотрите, в Великом Новгороде заболеваемость инсультом 3,4. Она примерно равна заболеваемости в России. Причем в России до 70-х годов заболеваемость инсультом была ниже. Она начала подниматься в 70-х годах, когда еще наша страна называлась СССР. В странах Евросоюза она тоже разнится. Вот смотрите, заболеваемость инсультом в Финляндии в среднем где-то 2 человека на 1000 населения в Финляндии, а в Швеции уже 4. Почему страны соседние, почему среди шведской популяции заболеваемость инсультом в 2 раза больше, у них хорошая медицина, хорошая экология. Дело в том, что у них есть один из факторов риска. Это атеросклероз, он наследственный, и у каждого пациента шведа с инсультом, у каждого второго, то есть у половины, случится обязательно повторный. У них высокий риск очень повторных инсультов из-за атеросклероза прецеребральных артерий. В Японии 2 человека на 1000, а в Канаде, Франции и Дании 1,2. Там меньше всего. Люди должны от чего-то умирать. Так вот, дело в том, что практически половина или больше в какие-то определенные годы людей умирают в нашей стране от ни травм, ни отравлений, ни от ДТП, ни от менингитов. Они умирают от заболеваний системы кровообращения. Это инсульты и инфаркты, 55%. Причем система помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями стала создаваться буквально недавно, когда наше Министерство здравоохранения возглавила профессор-невролог. До этого система помощи по той заболеваемости, которая уносила половину жизни россиян, система помощи в стране у нас отсутствовала. Потому что у нас была, например, сеть онкодиспансеров. Но вот для примера, что стандартизированный коэффициент смерти в возрасте в трудоспособном на 100 тысяч населения для рака шейки матки – это 5 человек,
а для сердечно-сосудистого это 250. Разница в 50 раз. Огромнейшая разница, но система вот этих сосудистых центров, она появилась недавно, когда у нас была министром Скворцова Вероника Игоревна. А сеть онкодиспансеров, как вы знаете, она существовала давно. Вот сосудистую проблему только недавно стали выделять как общегосударственную. Инсультом называется очаговое поражение мозга, когда симптоматика сохраняется больше 24 часов. В том случае, если симптоматика, ну, например, параличи или нарушение речи, или любое нарушение функции коры мозга, которое мы с вами рассматривали на предыдущей лекции, оно самостоятельно исчезает в течение 24 часов, это будет называться транзиторная ишемическая атака. Если симптоматика, то есть параличи, например, параличи, речевые расстройства, лицевая асимметрия, другие нарушения функции, атаксия, они исчезают в течение 21 дня. Это будет тоже называться инсультом, но будет называться малым инсультом. А после 21 дня ставится точка, что это инсульт. 6 месяцев длится раннее восстановление, ранняя реабилитация, а уже до года, от 6 месяцев до 24 месяца уже длится поздний восстановительный период, и больного целесообразно реабилитировать, но уже не такие будут яркие достижения у врачей-реабилитологов. А через 2 года это называется остаточные явления или последствия, или стойкие остаточные явления от инсульта. Аббревиатура ОНМК расшифровывается как острое нарушение мозгового кровообращения. Аббревиатура ТИА расшифровывается как транзиторная ишемическая атака. История этого термина. Не так давно, буквально 20 лет назад, мы не использовали термин транзиторная ишемическая атака, мы использовали термин ДНМК или ПНМК, то есть приходящее или динамическое нарушение мозгового кровообращения. Был наш отечественный. Транзиторная ишемическая атака – это ВОЗовский термин. Инсульты бывают геморрагические и ишемические. Геморрагический инсульт имеет свое название по локализации, в зависимости от того, где находится кровоизлияние в голове. Если оно находится в субдуральном пространстве, то в 1% это может быть инсульт, а в 99% это же, конечно, черепно-мозговая травма. Если находится в подоболочечном пространстве, называется субарахноидальное кровоизлияние. В случае гематомы в паренхиме мозга называется внутримозговое кровоизлияние. Если гематома разорвала стенку бокового желудочка и излилась в желудочке, или изолированное кровоизлияние произошло только в желудочке мозга, будет называться внутрижелудочковое кровоизлияние. Могут быть смешанные, то есть если крови настолько много, что она и прорвала стенку бокового желудочка, и попала в ликворопроводящие пути, и шапочкой обмыла весь мозг, и получилось субарахноидальное кровоизлияние, будет называться субарахноидально-паренхиматозное внутрижелудочковое кровоизлияние, то есть во всех отделах мозга. Ишемический инсульт. Он бывает разных патогенетических подтипов, о которых мы поговорим позже. И когда инфаркт мозга или ишемический инсульт довольно обширный, и в зону некроза попадают сосуды, в этих местах могут быть эпитехиальные кровоизлияния, и большие кровоизлияния, и в зоне инфаркта, получается, мы на томографе видим зону повышенной плотности и называем тогда, что это смешанный инфаркт мозга или ишемический инсульт с геморрагическим пропитыванием. Инсульт в свои первые часы претерпевает определенные этапы развития. Все это зависит от биохимических процессов, которые проходят в мозге. В том случае, если кардиогенный эмбол, например, у пациента с фибрилляцией предсердия или патологией клапанов сердца, закупоривает какую-то мозговую артерию, ну, например, левую среднюю мозговую артерию, то есть возможность, пока не наступили необратимые изменения, есть возможность произвести тромболитическую терапию в терапевтическое окно в течение 4,5 часов, ввести
отечественный или появился сейчас русский тромболитик, и можно получить полное восстановление мозговых функций. Также, кроме ядра ишемии, вокруг зоны некроза существуют клетки, которые находятся в зоне неповреждения, и они не полностью функционируют. Так называемая ишемическая полутень, или латинский термин пенумбра. И вот когда идет спор, назначать ли различные нейротрофические вещества при ишемическом инсульте, то тогда речь идет о выздоровлении или сохранении пенумбры. То есть ишемическая полутень может расшириться зона некроза за счет этой ишемической полутени, если ей не будет хватать перфузионного кровотока, как вы сами видите. А если кровоток снижается ниже 40, то, собственно, уже развивается норма выше 60, развивается уже некроз. То есть наша задача здесь произвести реваскуляризацию, реперфузию, то есть восстановление кровотока. Конечно, на первом месте доказательная база огромнейшая во всем мире — это препараты тромболитики. Вот. А дополнительные препараты, которые помогают ишемизированной ткани выжить, называются нейротропными препаратами и применяются. То, что мы сейчас с вами говорили, можно увидеть все стадии на компьютерной томографии. Сначала мы видим нарушение дифференцировки. Вот здесь видно белое и серое и белое вещество, а тут мы видим однородную массу, нарушение дифференцировки. Потом мы видим на МРТ уже зону некроза, которая оформляется, и к 31 часу мы видим уже зону, которая сформировалась на практически тотально всю гемисферу мозга. Естественно, это больной очень тяжелый. Поэтому вот в зону, в часы, пока жива пенумбра, можно провести с пациентом различные хирургические манипуляции по удалению тромба или ввести лекарственные вещества, которые его растворяют. Факторы риска у трудоспособных граждан и граждан нетрудоспособного возраста одинаковые, отличается только их представленность, потому что, как вы сами понимаете, высокое артериальное давление, которое является самой главной причиной заболеваемости и смерти, как считает Всемирная организация, это график с сайта Всемирной организации здравоохранения. Вот, представленность артериальной гипертензии, конечно, больше в старшем возрасте. Ну а дальше факторы ранжируются по их степени на влияние смерти при инсульте. Вы видите, курение табака, это сахарный диабет, это гиподинамия, ожирение, высокий уровень холестерола и далее факторы, которые идут по нисходящей. На какие-то факторы риска, которые вызывают инсульт, мы можем подействовать. Они называются управляемые факторы риска. Они на слайде представлены в правой половине таблицы, вот, многочисленные. Также есть неуправляемые. Это возраст, пол, генетический фактор. Плохо управляемые. Из плохо управляемых факторов мы можем, естественно, на них тоже подействовать. Ну, например, фибрилляция предсердий. Ее, если она стала постоянной, а не пароксизмальной, ее мы уже устранить не можем, но мы можем подействовать на нее, чтобы этих эмболов кардиогенных, их образовывалось меньше, и они, естественно, не разлетались по всему кровяному руслу, в том числе и мозг. Мы можем назначить при пациенту пероральные антикоагулянты. Ну, а управляемые факторы риска, я думаю, пока мы говорили, что вы уже прочитали. И, в принципе, если их устранить, то риск заболевания инсультом снижается значительно. Значительно можно определиться, во сколько человек раз более защищенный по сравнению, например, с курильщиком. В 3 раза реже у курильщиков возникают инсульты, в 7 раз реже, чаще у пациентов, у которых есть фибрилляция предсердий, у них возникают инсульты. В случае сахарного диабета в 2 раза чаще возникают инсульты. Граждане, злоупотребляющие алкоголем, до 4 раз увеличивают себе относительные риски по возникновению инсульта. Поэтому, как вы понимаете,
почему в странах с низким уровнем жизни, почему в них высокая заболеваемость, если нет генетически, конечно, обусловленного атеросклероза, например, как в Швеции. Вот, потому что если фактор риска алкоголизация, курение, сахарного диабета, артериальной гипертензии исключить, гиподинамии нету, риск, что этот пациент станет гипертоником или уровень стресса, например, уменьшить тем же занятием спортом. Да? Вот. И можно снизить заболеваемость инсультом, то есть не только одна артериальная гипертензия. Мы с вами упоминали, что есть так называемые патогенетические подтипы ишемических инсультов. Это те причины, которые вызывают инсульты, по их названию и называются вот этот подтип. Атеротромбоз, когда появляется атеросклероз, медленно текущее заболевание, это холестериновые бляшки в сонных артериях, то есть артерии шеи, прецеребральные или интрацеребральные, в передних, средних и задних и основной артерии, или остро образуется тромб. Атеросклероз образуется годами, десятилетиями бляшки, они жесткие, плотные, холестериновые чаще всего, да, не кальцинированные. Тромб – это острое состояние, когда уменьшается или объем циркулирующей крови, или повышается ее вязкость, или возникает гиповолемия. Пример. Как можно заболеть инсультом в 30 лет, если нет никакой видимой ясной болезни, когда человек трудоспособного возраста 25-30 лет? Нужно снизить объем циркулирующей крови, повысить ее вязкость. Например, похмельный синдром после значительного употребления алкоголя. На следующий день пациент молодой идет в спортивный зал, отпраздновав День десантника, и решает, что нужно решить вопрос похмельного синдрома активным спортом. Из спортзала его увозит скорая с инсультом. Этому пациенту было 28 лет. Другой пациент. Пациентка 33 года. Она в Египте заболела вирусной инфекцией. Это было несколько лет, это не COVID-19. Несколько лет назад заболела вирусной инфекцией. Температура воздуха 40. Температура пациентки 38-39. Пациентка не допила количество воды, необходимое на повышение температуры и окружающей среды, и своей лихорадки. То есть нужно было увеличивать количество потребления воды. Пациентка не допила за день до отлета раз. В день отлета в аэропорту ей некогда было пить, она уже плохо себя чувствовала. Длительный перелет, она тоже не допила воды, попадает домой. 2-3 суток недостаточного потребления жидкости. Вот на фоне инфекции в южной стране всего лишь навсего, скажете вы, острое респираторное заболевание приводит у этой женщине к острому тромбозу внутренней сонной артерии, и она получает инфаркт мозга в соответствующем бассейне и контралатеральный хемипарез. Она, женщина, была здорова. И таких случаев прилетов сальмонеллез из Вьетнама привез пациент, точно так же несколько дней обезвоживания, потом постановленный диагноз сальмонеллез, лечится уже в инфекционной больнице, получает достаточную инфузию, и через день у него развивается уже на койке, потому что пошли необратимые изменения свертываемости крови, и через буквально суточный период у него образуется тоже острый тромбоз сонной артерии, и у пациента появляется инсульт. Поэтому это заболевание может быть как длительным, точно так же оно может быть буквально получено в нескольких часов. Кардиоэмболические – это пациенты с нарушениями ритма сердца, как пароксизмальные, так и постоянные. Гемодинамические – пациент во время инфаркта миокарда оказывается в шоке с низким артериальным давлением. Он какое-то время был без медицинской помощи, например, находился дома или на даче. Снижается не только системное давление, снижается перфузионный кровоток в голове. Как вы помните, что ниже 60 уже
миллилитров в минуту, ниже 60, и возможен риск образования инфаркта мозга. Лакунарные инсульты возникают в мелких бассейнах мелких артерий, которые поражены при гипертонической болезни артериологиалинозом. В этом случае пациент должен иметь или длительный анамнез гипертонической болезни, или тяжелую, нелеченную, некупируемую в течение буквально нескольких лет, и можно на КТ или МРТ увидеть лакунарный инсульт и геморрагическая микрооклюзия, о которой мы с вами уже говорили. Инсульты, связанные с фибрилляцией предсердий, то есть кардиоэмболические, обычно имеют больший размер и больше инвалидизируют пациента и чаще приводят к смерти. Нам помогает в диагностике, когда к нам обращается пациент в приемный покой дежурного стационара, нам помогает в диагностике компьютерная томография головы. Через 2 часа мы видим стушеванность краев, нарушение дифференциации серого и белого вещества, а через 19 часов, то есть на следующие сутки, проводя компьютерное исследование головы, мы видим уже зону инфаркта с понижением рентген-плотности мозгового вещества, и диагноз ишемического инсульта очевиден. Зачем мы делаем томографию? Не для того, чтобы только подтвердить свои данные, что это инсульт, мы определяемся, это кровоизлияние в мозг. Вот оно выглядит вот так гиперденсивно, внутримозговая гематома, потому что в этом случае, может быть, человека будет оперировать нейрохирург, если он сочтет возможным операбельное расположение гематомы у данного пациента и отсутствие факторов риска, или это будет ишемическое, мы будем его лечить консервативно. Также всем пациентам с инсультом ишемическим проводится изучение проходимости стенок общей сонной и внутренней сонной артерии, и если позволяет толщина височной кости, еще и артерии интрацеребрально. Здесь вы видите нормальную артерию, темный черный – это просвет артерии, это белая вместе с адвентицией, это стенка артерии. В норме комплекс интима-медиа составляет до 1 мм. Здесь вы видите неровный ход сосуда, вот его стенка. Вот это наложение, это тромбоцитарные массы разной давности, причем вот это вот свежие тромбоцитарные массы, это те, которые уже успели или осифицироваться, вот белый цвет на данном УЗИ, или просто уплотниться. То есть разной давности тромб существует уже давно, и дополнительно на него осаждаются еще. Вот тут здесь должен быть круглый просвет сосуда поперечный. Мы видим, что половина практически сосуда, 45-50%, занимает атеросклеротическая бляшка. Вот вам еще одна изъязвленная бляшка. Особенность, почему эти бляшки плохие. Дело в том, что вот этот нестабильный край после изъязвления бляшки, он может отрываться и уже эмболом дальше идти по току кровотока и быть причиной эмболии сосуда и, соответственно, инсульта уже эмболического генеза. Это будет атероэмболический генез. А так, видит дуплексное сканирование, когда окрашивается цвет кровотока и кровь обходит бляшку. Есть еще варианты. При метаболической ангиопатии интимальный слой сосуда может отрываться и образуется, вот он ход сосуда, а отрывается интима, и под током кровотока получается интимальный карман, который интимальный карман, который под движением крови может заполняться тромботическими массами, и потом здесь будет образовываться бляшка. То же самое на дуплексном исследовании. Здесь мы видим с вами, что половина диаметра сосуда закрыта тромбом. Здесь то же самое исследование. Датчик стоит поперек сонной артерии, и мы видим здесь синее движение от датчика, красное движение к датчику. То есть вот в этом кармане
расслоилась интима и образовался ложный просвет сосуда, в котором кровь движется в обратном направлении. Это диссекция или расслоение стенки сосуда. Дуплексное исследование позволило нам увидеть, что кровоток есть, и внезапно он обрывается во внутренней сонной артерии, появляется полная закупорка данного сосуда. В этом случае сосудистые операции, если тромб не острый, не выполняются вообще. Поэтому, конечно, лучше же пациентов на этапе диагностики отправлять к сосудистому или эндоваскулярному хирургу, который может произвести какие-то манипуляции. Когда сосуд полностью закрыт, окклюзирован, никакие операции ни в институте Алмазова, ни у нас в Новгороде проводиться не будут, потому что это уже полная облитерация. В том случае, если закрыт крупный сосуд, то половина мозга не работает, возникает его инфаркт, который, вы видите, это инфаркт в средней мозговой артерии, который виден на томографе. В случае 70% стеноза звучит диагноз как клинически значимый стеноз, то есть он может вызывать обкрадывание кровотока, особенно при колебании системного артериального давления. Показания к дуплексному сканированию магистральных артерий шеи в амбулаторной практике. Возраст, к сожалению, не старше 60, а старше уже 45 лет, потому что диабет, гипертония, может быть и тромбообразование в возрасте после 45 лет. Гиперлипидемия, сахарный диабет, наследственность, гипертензия, ожирение, курение, в анамнезе сердечно-сосудистые события и синдром Рейно. При нестабильных бляшках и стенозах больше 70 консультации хирурга. Обращаю ваше внимание, что не обязательно долгожитель будет иметь больной сосуд. Потому видать, что пациенты и долгожители, что у них органы, которые не повреждены ни генетическим старением, ни какими-то внешними факторами. То есть здоровая печень, здоровое сердце, здоровые сосуды – это возможно и в возрасте 97 лет. Предлагаю вашему вниманию картинку общей сонной артерии пациентки 97 лет. Она лечилась в нашей больнице в 2016 году. В хирургическом отделении у нее была холецистэктомия. Обратите внимание, ламинарный ток сосуда, никаких бляшек нету. Утолщения комплекса интима-медио практически нет, у нее было на 0,1 мм больше. Дифференциальная диагностика инсульта проводится с опухолью, истерией, абсцессом, токсоплазмозом при ВИЧ. Чем нам очень помогает, кроме клинической картины, томографическое исследование. Здесь вы видите опухоль головного мозга, вокруг нее темная зона – это отек. В зону отека попадает как и прецентральная, так и постцентральная извилина, и попадает в том числе контралатеральное левое полушарие висок, который может вызывать моторная афазия зоны Брака и сенсорная афазия при поражении височной доли. Токсоплазмоз при ВИЧ может выглядеть так, может выглядеть несколько иначе. Это одна из картинок наших пациентов. Опухоль ЦНС может выглядеть, эта опухоль прилегает к лобной кости. Это другой пациент, опухоли кистообразующие. От чего погибает пациент с инсультом? Первые 7 суток пациент, если он погибает, он погибнет от размера гематомы или размера инфаркта мозга, который несовместимы с жизнью. То есть из-за, собственно, самого размера инсульта. Это первые 7 суток, от 1 до 7. И занимает, собственно, сам инсульт 84% причина смертности. А когда пациент прожил уже 3 недели, то от самого инсульта он умирает уже реже, это 17%, а 79% это будут причины какие-то экстрацеребральные. Это может быть заболевание почек, заболевание сердца, осложнения со стороны органов дыхания, декомпенсация диабета, различные другие причины. Вот смотрите, какие экстрацеребральные причины могут быть причиной смерти человека. Это тромбоэмболия легочной артерии. Есть определенные
мероприятия, которые позволяют избежать или снизить риск ее возникновения. Острая сердечная недостаточность, пневмония. Есть определенные мероприятия, которые могут снизить вот этот процент. Почему инсульт вообще не исчезает, если у нас есть возможность предотвратить все? Была в научном центре неврологии, раньше не неврология называлась, была такая кандидатская диссертация выполнена в 2016 году, где диссертант воздействовала на тромбоэмболию легочной артерии, определенные мероприятия, и уменьшилось количество тромбоэмболии легочных артерий до 1-2%. Воздействовал на пневмонию. И тогда у пациента вылезла острая сердечная недостаточность до 25%. То есть все равно вот этот процент оказался большой, человек не бессмертен. И дальше, это очень интересная тема. Это наблюдалось не только в диссертациях кандидатской в научном центре неврологии, но и точно так же мы видим на своей практике. Это требует дальнейшего изучения, внимания. Почему? Что при купировании какой-то одной из многочисленных причин, почему появляется другая у того же человека? Почему нам не получается снизить смертность до нуля? Это, конечно, над этим бьются все ученые, потому что вы видели сами, что во всем мире от инсультов погибает практически половина людей. Почему? Потому что главный невропатолог нашей страны Михаил Пирадов считает, что для каждого дня, для каждых суток инсультов существует своя причина, которая утяжеляет состояние пациента. Если в первые сутки это тромбоэмболия легочной артерии, дальше это патология сердечно-сосудистой системы, после 7 суток появляется, после 7 и длится до 20-х, до 25-х пневмония, также острые язвы и эрозия ЖКТ вызывают у пациентов желудочно-кишечные кровотечения в более поздние периоды, и не только потому, что мы пациентам назначаем аспирин или антикоагулянты, острые язвы стрессорные бывают. Основные неврологические осложнения – это отек мозга, гидроцефалия, ДВС, синдром Режа, пневмония, уроинфекция, полиорганная недостаточность, депрессия и тревога. Гепаринотерапию мы назначаем с ограничением, должны быть определенные показания. При назначении лечения и обследовании пациентов мы руководствуемся порядками и стандартами, которые разработаны в нашей стране. В 2012 году последний был пересмотр, в которых написано. И чтобы не достигать вот таких вот карт, которые здесь одной из больниц нашей страны, это не городская карта назначений, более 12 наименований насчитал клинический фармаколог, потому что пациенту нужно назначить большое количество лечения, мы должны пролечить гипертоническую болезнь, назначить 3 препарата, должны назначить 4-й препарат при сердечной недостаточности, или 4-й, может быть, даже 5-й, 6-й мы должны назначить какой-то нейротрофин, 7-й препарат, улучшающий сон, 8-й препарат для стимуляции сердца, 9-й препарат мочегонный, 10-й препарат для улучшения настроения. Ну и кажется, что, естественно, что мы, если подействовали на все органы и системы, пациент у нас принимает 10 групп различных препаратов, мы думаем, конечно же, у человека судьба ему будет благоволить, он выживет, и, собственно, шансов, что он станет инвалидом, меньше. Нет. Дело в том, что применение большого количества препаратов, полипрагмазия, может вызывать различные взаимодействия между собой. Минимум это будет не действие препарата, отсутствие эффекта, а максимум это будет уже возрастание побочных эффектов. Поэтому полипрагмазии по возможности нужно избегать в назначении при лечении инсульта и других заболеваний и читать всегда инструкции. Читать книги клинических фармакологов, вот как, вот, например, Василия Владимировича Афанасьева книга, читать для того, чтобы определяться, какие препараты можно сочетать. Цитофлавин используется в том числе реанимационные практики для лечения инсульта. На догоспитальном этапе, когда скорая помощь привозит к нам пациента с инсультом, безусловно, они должны определиться, что это именно инсульт,
освободить ему дыхательные пути и госпитализировать данного человека. В том числе, если у пациента неадекватный кровоток, неадекватное дыхание, неадекватное при пульсе оксиметрии парциальное напряжение кислорода, то, естественно, пациент должен быть заинтубирован и проводиться искусственная вентиляция легких. Для формирования благоприятного профиля артериального давления очень важно помнить, что если мы его снизим значительно у пациента, то тогда мы можем снизить точно так же и перфузию головного мозга. Поэтому первые 10 суток к пациентам относятся осторожно, тем более если есть гемодинамически значимый стеноз прецеребральных артерий, питающих мозг, то можно просто катастрофически снизить перфузию у человека в мозге, в том числе с вышемизированной зоны, и эта зона пенумбра, она просто перейдет в зону некроза. Поэтому с артериальным давлением существуют определенные правила, которые вы прочитали на данном слайде, и мы будем разбирать их неоднократно на занятиях. Купировать судороги, безусловно, надо. Назначение антикоагулянтов определяется по определенным правилам, по закону Динера во всем мире. Назначаются антикоагулянты не на первый день инсульта, а по правилу 369, который мы тоже будем с вами разбирать. Салуретики назначаются с осторожностью. Глюкокортикоиды могут вызвать желудочно-кишечное кровотечение. Противопоказаний для инсульта по существующим порядкам практически нету, кроме агонального состояния, когда скорая помощь должна оказать медицинскую помощь до госпитализации. За пациентом нужно ухаживать, то есть кроме того, что пациент получит определенные виды лечения, про которые мы с вами говорили, будут контролироваться различные физические параметры, пациент должен получить жидкость, он должен ее вывести. У пациента должна быть чистая кожа во избежание пролежней, он должен быть перевернут, чтобы не было компрессионного сдавления на коже и не образовывались пролежни. Ну и следить за всеми физическими выделениями пациента. Все это указано в том числе в стандартах от 2012 года, которые можно прочитать, тот, кто интересуется данной темой. Все, что мы с вами говорили, это относится к базисной терапии при инсульте. А также перечень всех лекарств, которые мы используем при инсульте, он указан в стандартах для каждого заболевания, в том числе и для ишемического инсульта, и для транзиторной ишемической атаки, для геморрагического инсульта. На данном слайде вы видите, что пациенту нужно назначить антиагреганты, миорелаксанты, если есть спастические параличи, которые мешают пациенту двигаться, психостимуляторы. По поводу профилактики. По поводу профилактики инсульта давайте мы продолжим с вами через 7 минут, когда в 16:45 начнется следующая лекция. В 16:45 я вам расскажу профилактику инсульта с точки зрения европейского сообщества, с точки зрения российских неврологов и кардиологов. И дальше мы с вами изучим также хронические заболевания головного мозга. Через уже 6 минут, в 16:45, по новой ссылке, пожалуйста, подключайтесь. Эта конференция закончилась, и подключаемся по новой ссылке в 16:45.